Иногда в мире происходят невероятные и необъяснимые события. Но спустя какое-то время официальная версия гласит, что все просто как 5 копеек, и ничего необъяснимого нет. И тогда начинаешь задумываться, кто же в итоге обосрался? Ученые, которые пытаются замести следы и впарить нам ложную информацию, или я, потому что верю во всякую конспирологическую херню? Всем привет! Сегодня мы поговорим о довольно интересной теме. Узнал я о ней еще в детстве из книг про великие тайны. И мне это не давало покоя. Оказывается, давным-давно цивилизации были развиты больше, чем сейчас. Чушь собачья. Или нет? Некоторые находки дают понять, что это не шутка. Что мы знаем о самолетах? Первые научные работы, посвященные самолетам, принадлежат сэру Джорджу Келли, который начал их писать аж в 1799 году. И только потом, вдохновившись его работами, братья Райт смогли поднять в воздух свой первый самолетик в 1903 году. Но не все знают, что еще в 15 веке Леонардо да Винчи, наблюдая за птицами, изображает на бумаге концепт летательного аппарата, где концепция заключалась в том, что человек управляет большими крыльями и махает ими. На самом деле нет свидетельств того, что это когда-то было построено, но все же сам факт. Но что если все это не имеет никакого значения? Что если я вам скажу, что древние цивилизации еще до нашей эры изобретали не только то, что могло летать, а то, что превосходит даже современную технику? Об этом есть куча статей, куча видео, но настоящую разгадку найти очень сложно. Поэтому нам, как всегда, придется поиграть в детективов. Надеюсь, не проиграем. Помните, недавно мы говорили, что Колумб не первый из европейцев открыл Америку. Но в истории это событие отпечаталось очень сильно, и все культуры, которые были на территории Америки до ее открытия европейцами, назывались доколумбовыми. Окей, вот карта доколумбовых культур на территории современной Колумбии. Толима, Колима, Сан-Августин и то, что нас больше всего интересует, Кимбайя. Они находились совсем рядом, и, понятное дело, у них есть много общего. Например, в каждом поселении были найдены интересные украшения, очень красивые. Все они делали эти украшения из сплава золота и меди. Он называется тумбага. А все остальное вам расскажет человек, который шарит в непонятном дерьме. В 1969 году проходила выставка, где были показаны эти удивительные украшения древней цивилизации. И каково же было удивление людей, когда они увидели, что это не просто поделки, а маленькие копии летательных аппаратов. По крайней мере, они были похожи на наши современные истребители. Эксперты уверены, что это не что иное, как свидетельство древних технологий, о которых мы не знаем, так как даже фигурки аэродинамически точны. Что это? Изображение богов? Инопланетян? Собственные разработки? Сегодня мы постараемся это выяснить. Перед началом хотелось бы уточнить кое-что. Я понимаю, что не все знают эту тему и даже, возможно, не слышали, но в этом шоу мы затрагиваем совершенно все странные вещи и пытаемся их объяснить, если у нас, конечно, это получится. Речь пойдет на самом деле об одной из самых известных археологических загадок. Ученые не могут объяснить и всякие такие громкие заголовки. Куча передач, посвященной этой теме, и все, что вы можете из них подчерпнуть, осознание того, что древние технологии были очень развиты. А современная история все это умалчивает. They also found about a dozen that are eerily reminiscent of modern-day fighter jets. Pre-Columbian culture knew about aerodynamics. Некоторые детали, а точнее дельтовидное крыло таинственной фигурки и вертикальная плоскость хвостового оперения, никак не вязались ни с обликом птички, ни с возрастом артефакта. Древние обитатели Перу, где был обнаружен артефакт, сотворили из золота то, что видели своими собственными глазами. Ну, давайте разбираться. Жил такой человек? Айвен Сандерсон, криптозоолог. Это когда ты ищешь животных, которых не признает настоящая наука, например, снежного человека. Он, кстати, написал книгу «Тайна снежного человека», но не суть. Он был знатным выдумщиком. Придумал словосочетание «неуместный артефакт». Что это значит? Это когда находят предмет, который, по словам конспирологов, нельзя объяснить современной наукой. Так вот, когда Айвену попал в руки один из таких неуместных артефактов, а именно золотые поделки, появились и сенсационные заголовки, ведь Айвен утверждал, что это не что иное, как модели древних самолетов, и он это докажет. Прочитав его же книгу, я узнал много нового, например, то, как он пытался доказать свою правоту.
Он пишет, что обратился к одному из разработчиков вертолетов, Артуру Янгу. Ну и... Тот ответил, что в общем-то эта хрень никогда не летала. Пацан к успеху шел, но наступил в говно. История могла закончиться, не начавшись, но... Это категорически не устраивало нашего искателя, и дальше он пишет, что у него есть друг, именно друг, Джек Ульрих, инженер ВВС, и он подтвердил его догадки. Это точно летательный аппарат, очень похож на истребитель F-102. Удивительно. Очень похоже, копия просто, а Лех тогда похож на Джеки Чана. А что, у них по 2 руки, я не вижу никакой разницы. Ну ладно, ладно. Представьте себе, что на самом деле все так, как они говорят. Это же переписывает всю историю. Все, что мы знали до этого, ложь. А правительство и ученые нас дезинформируют. Они-то по-любому знают правду. И поэтому официальная версия гласит, что это зооморфные фигурки, то есть они изображали животных. Но по мнению Айвена, эта версия не выдерживает никакой критики, потому что у птиц и рыб, оказывается, не бывает таких хвостов. Да и все мы знаем, что наука та еще шлюха. Кто-нибудь свыше платит деньги, они подтасовывают факты, подделывают исследования, всячески пытаются скрыть всемирный заговор. ВИЧ не существует, Земля плоская на самом деле. Пришельцы похищают людей, а у рыб не бывает таких хвостов. Покупайте шляпки из фольги. Серьезно? А что насчет вот этих вот рыбок? Смотрим место их обитания. Южная Америка. Какое же совпадение. Плохо искал, наверное, ну, или просто умолчал. Но факт остается фактом. У рыб таких хвостов никогда не было. Спасибо. Вот же есть такие рыбы. Смотрите. Таких рыб никогда не было. Но для того, чтобы разобраться с этой историей, мы должны полностью взглянуть на нее, не выдирая ничего из контекста, как это обычно делают конспирологи. Если мы найдем все изображения фигурок, найденных на территории Колумбии, то мы можем увидеть вот такую кошку поехавшую, вот такую лягушку всратую, вот такого крокодила, урода, или вот такого человека. Человек-тетрис. Почему бы и нет? Там пацаны особо не парились насчет схожести и изображали не только людей, всякую утварь, животных и никогда не изображали технику. Вот, например, фигурка, найденная в Коста-Рике, относительно недалеко от Колумбии. Вот крылья, вот хвост. А это что? Лазерные пушки-базуки? Это очевидно рыба, хотя и схожесть с самолетом тоже есть, чего только стоят вот эти рубцы. Но на самом деле мы просто очень подвержены апофении, ища взаимосвязь там, где ее просто нет. Мы видим на этих фотографиях лицо на Марсе, а на подгоревшем хлебе лицо Иисуса. Гениально! Пытаюсь увидеть в этом хоть какой-то смысл, но не уверен, что он тут вообще появлялся. Но знаете, как можно сделать? Показать все найденные самолетики и сделать вид, что все находки состоят только из них. Вот только самолетики и делали в то время. Идеальное преступление. Только вот это подтасовка фактов. Еще у тех народов была интересная фишка – показывать животных с человеческими зубами. Вот смотрите, рыбка, найденная в Сан-Августин. Ни у кого же не возникает сомнений, что это рыба. Или у самолета тоже должны быть такие зубы. Хвост, кстати, тоже интересный. По сути, такой же, как тут, но пустой внутри. Почти все найденные самолетики тоже имеют зубы. Но бесчестным горе-ученым нужно взять именно те, где зубов нет, и делать из них сенсацию. People-то схавает. Можно, например, построить большую модель и сказать, что она летает, и показать это по ТВ, разумеется. Древние цивилизации умели летать. Ага. Because this shape is perfect. Everything was already done by the native people 2000 years ago. They did not add an inch or remove an inch. Только, кажется, вы забыли добавить пару элементов, с которыми ваша модель разобьется о землю, как и ваши надежды. Ну двигатель-то вы не забыли добавить. Интересно, они сами-то верят в то, что делают? Также никто так и не смог объяснить отсутствие взлетно-посадочных полос, отсутствие следов топлива, например. Как они летали? С Божьей помощью? А садились как? Давай, говорит, вон в ту гору. Так все и было. Факт остается фактом. Если пришельцы все-таки прилетали на самолетах, то насколько они были неинтересными, что древние люди сделали всего 10 самолетиков и бросили их в кучу к животным и рыбкам.
В общем-то, ученые и археологи сходятся во мнении, что это просто игрушка, сделанная по мотивам того, что видели древние люди, а именно рыбок. И так будет принято считать, пока не будет найдено опровержение этому. Не то, что вы сейчас услышали, а реальное опровержение. Но, если вы думаете, что сенсацию можно сделать из такой небольшой находки, то смотрите дальше. Странный артефакт был найден в 1898 году в Египте, и он тоже имеет отношение к нашей теме. Что вы здесь видите? Представьте, что это чудо было сделано больше 2000 лет назад. Не знаю, как вы, а я вижу птичку, тут даже глаза есть. Да, странный хвост, но, опять же повторюсь, это было 2000 лет назад. Птица из Саккары, так называют этот артефакт, и с ним не все так просто. Жил такой человек, врач, археолог и мастер изобразительных искусств. Он такой посмотрел на это чудо и говорит: «Красивый самолетик». Серьезно, самолетик. В общем-то, он выдвинул предположение, что египтяне на самом-то деле умели строить и летать на самолетах, и что настанет тот день, когда археологи найдут настоящий древний самолет где-нибудь в песках Египта. Да. Не зря ведь говорят, что Тутанхамон был жертвой авиакатастрофы. Стоп. Что? Оригинал такой статьи я даже найти не смог. И не факт, что такой историк, как Уильям Дейдж, вообще существовал. Ну да ладно. Вернемся к птичке. Или самолету. Или птичке. На что я трачу свою жизнь. Горе-археолог построил даже увеличенную модель этого самолета и сказал, что она может летать. Но это утверждение тут же опроверг специалист в области конструирования Мартин Грегори, сказав, что без стабилизатора эта хрень никогда не полетит. Невезуха какая. Но что-то мне эта история очень сильно напоминает. Тот ответил, что в общем-то эта хрень никогда не летала. Нетрудно догадаться, что сделал ученый. Он выдвинул предположение, что нижняя часть хвоста надломана, и там стоял стабилизатор. Классика. Зарубежный канал History заинтересовался этой темой, и они сняли сюжет, как другой специалист приделал стабилизатор, только почему-то сверху, а не так, как об этом говорил ученый. И о чудо нахрен! Он полетел! Правда, в компьютерной симуляции. What is surprising about the Saqqara bird is its aerodynamic precision. Simon's findings suggest that over 2,000 years ago, the Saqqara bird may have soared high above the Egyptian desert. The Saqqara bird glides effortlessly high above the Egyptian plateau. Но, во-первых, эксперимент поставлен некорректно, а во-вторых, канал History обосрался с подливой еще давно, то и дело на полном серьезе, говоря про пришельцев и бермудские треугольники. И в-третьих, самое главное, все эти люди допускают очень большую ошибку, говоря, что так вообще-то птичек не изображали в Египте. И это точно самолет. Вот как птичек изображали. Но я хоть и не египтолог, но могу точно сказать, что это чушь полная. Короче говоря, я начал копать. Для этого нам нужно купить книгу Дильвина Джонса про кораблестроение. Купили. Ни в коем случае не верить в нее, так как это просто книга. Смотрим ссылки на первоисточники. Находим. Это большие публикации в Чикагском университете. Уже лучше. Смотрим стены в Карнаке. Находим птиц, которые установлены на мачтах кораблей. Открываем другой документ. Находим еще птичек, которые выглядят так же, как и наша птица-самолет. Недостаточно. Ищем еще. Находим реальную фотографию с птицей. Достаточно. Короче говоря, я начал копать. И это было несложно, но почему-то этот факт умалчивается всеми этими людьми. Ведь получишь намного больше рейтингов, если скажешь, что это модель древнего самолета, чем скажешь, что, скорее всего, это устанавливали на мачтах. Или это было просто детской игрушкой. Но самое главное, египтяне записывали вообще все, что с ними происходило, только вот есть одна проблемка. Нет ни одного слова, ни одного рисуночка, который говорил бы о том, что есть что-то типа самолетов. Или такое существует?
Рисунки в Абидосе? Ха, так вы новичок. Посмотрите вот это видео, мы уже разбирали. Но не нужно злиться на этого профессора, который это придумал. Он вообще-то занимался астрологией, альтернативной и комплементарной медициной. Это гомеопатия, натуропатия и так далее. Респект таким пацанам! Ты вроде ученый, а вроде и мракобес, но судя по тому, что он практиковал, у него даже не могло возникнуть в голове мысли, что он может ошибаться. И что это совсем не древний самолет, а просто птичка. Почему я этим занимаюсь? Вы скажете, это было очевидно, но это же не инопланетяне. Классика. Тогда почему, когда вы в гугле будете вбивать самолетики Кимбая, найдете только чушь про инопланетян? Почему нет русскоязычных видеоразборов? Почему среди всего интернета минимальное количество статей, которые пытаются это объяснить, и всего одно нормальное видео, которое пытается развенчать мифы про это? Почему куча передач про необъяснимый египетский самолет и ни одной, которая опровергает этот миф? Люди это любят. Им нравится дезинформация. Нам хотелось бы верить в то, что существуют необъяснимые вещи. Но верится с трудом. Моя цель – рассказать полную историю, а не просто сказать «этого не существует». А вы уверены в этом? Нужны факты. И разумеется, я не тот человек, которому нужно верить. Но на всякий случай все ссылки в описании. Yeah.